Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим на копию игры PlayKNS Infection 2. Господи, какой же это отстой. Эту игру посоветовал мне друг, видимо, в шутку, и когда я ее открыл, у меня разбежались глаза от ужаса. Ну ладно, графика. Я никогда не ругал игры за маленькую полигональность, если это изюминка игры, или если геймплей перевешивал минусы плохой графики. Но когда поганая графика комбинируется с плохим оформлением в целом, проект просто перестает быть играбельным, особенно в нашем случае. Знаете, как создавали Infection 2? Я вам расскажу. Сидят, значит, такие ребята компании FunGames в офисе, докуривают тапочек, пускают самолетики в окно, и один из них говорит: а давайте скопируем код PlayKNS, заменим все текстурки с изображениями на красные ромбики с белыми пятнами, а потом еще вырежем русскую локализацию и запустим в российский App Store. А ему отвечают: не, это слишком много мороки. Давайте лучше сделаем еще одну копию 2048 или Angry Birds. Только вместо птичек будут муравьи, а вместо свинок растения. В России все равно ведь только в это играют. И вот они начинают спорить, кидаться какашками, разбивать мониторы, а пока не приходят к общему решению сделать просто обе игры, но на перегонки. А потом положить болт на обновление и смеяться над теми, кто разоряется на жесткий напор чейз в их приложениях. Так вот, возвращаясь к игре, обозревать ее это почти то же самое, что рассматривать PlayKNS, ибо это чистая копия, но при этом не выигрывает ни по одному параметру у оригинала. Причем ее почему-то многие считают годной альтернативой. Я не знаю, кто эти люди и настоящие ли это отзывы. Может быть, я чересчур предвзято отношусь. Может быть, если бы я сначала поиграл в это, а потом в PlayKNS, то я говорил бы то же самое про последнюю, так как мне бы была привычнее та, в которую я поиграл первой. Но случилось так, как случилось, и, наверное, слава богу. По своему опыту могу сказать точно, Infection 2 не стоит особого внимания, особенно теперь, когда ПК-шная версия PlayKNS, а значит скоро и мобильная, апнулась до нового графического оформления с красивой анимацией, погодой, трехмерным изображением бактерии или вируса. А тут карта 100 на 100 пикселей с возможностью зумить ее аж на 30%. Также тут добавили супер-пупер валюту специально для выкачки денег из пользователей. Ну надо же как-то кормить этих наркоманов в офисе. И на этом отличия вроде как заканчиваются. Тут, конечно, есть какая-то компания с заданными параметрами для каждого уровня, но ничего интересного я так и не заметил. Если же я не прав, выскажите в комментариях все, что вы об этом думаете. Ну и вывод: Infection 2 это бесплатная копия всем уже известного проекта, специально для нищих, которые могут накопить на iPhone, но не могут покупать игры. Или для хомячков, которые не умеют пиратить, но кричат, что JS зло и юзают только бесплатные приложения. Однако я попрошу вас не ставить на разработчиках плохое клеймо, ибо пару хороших продуктов у них все-таки есть. Например, гляньте на Jelly Jump. Красивый аркадный платформер, который вернет вам веру в хорошие продукты от компании FunGames. Займет Infection 2 50 мегабайт на вашем устройстве, пойдет на... блин, да кого это вообще волнует? Никто же все равно ее скачивать не будет. Но если есть такие экстремисты, ссылка на страничку в App Store всегда есть в описании под видео. Ну а на этом все, спасибо за потраченное время, подписывайтесь на мой YouTube канал surfitps.ru и всего доброго, до свидания.